Всем привет, меня зовут Алиса, я живу в России, и я армию уже целых 2 месяца. Данный материал я записываю во второй раз, я потеряла целых 3 видео, которые записывала прошлые 3 недели. Я не смогла ничего восстановить, я очень долго это делала, но ни с помощью приложений, ни с помощью сайтов я не смогла это сделать, поэтому я решила, что лучше, если я все начну заново. В общем, когда я стала армией, это было в конце августа, моим биасом был Чонгук, и у него как раз 1 сентября был день рождения. Я в своей русской социальной сети видела очень много поздравлений от русских армий к Чонгуку, и я подумала, что люди поздравляют своего любимого человека, но они это делают просто в социальных сетях, на русском языке, когда этот человек даже не увидит их в любви. Я подумала, что я должна сделать что-то более креативное, что-то более весомое, чем просто написать в комментарии в социальной сети. Мой биас — это Тэхён, и я хочу поздравить его на его родном языке. Уже прошел целый месяц, как я начала учить корейский язык. Я буду это делать еще целый год, я буду еще целый год учить язык. И тогда в конце, уже в следующем году, я поздравлю Тэхёна с днем рождения. Сейчас конец октября, сейчас очень дождливая погода, очень серое небо, но так как я армия, моим солнцем становится BTS. 2 недели назад у Чимина было день рождения, и в этот день я проснулась, и я поняла, что сегодня его день рождения, значит, сегодня самый лучший день. Сегодня я не должна ни за что грустить, и у меня весь день и следующий было очень хорошее настроение. А также неделю назад я смотрела концерт в прямом эфире. Я помню, как я легла в 9 часов, концерт закончился в 12. Я не знала довольно много песен, но теперь я их уже знаю, я их все послушала. Мне очень понравилось, я думала, что после того, как я досмотрю концерт, мне будет очень грустно, потому что я не смогла на него попасть, но после того, как я посмотрела весь концерт, у меня остались очень хорошие впечатления, и я была очень рада, что я потратила время не зря, что пожертвовала сном, не спала. Мне очень понравилось, и я сама очень сильно мечтаю попасть на этот концерт. Я буду снимать, как я продвигаюсь, как я обучаюсь корейскому языку, и мне кажется, что мое видео кому-то поможет, и также его увидят те, кто очень сильно важны для меня. Так что встретимся через 2 недели. Всем снова привет. Прошло уже целых 2 недели. Нас очень сильно загружают учебой, и когда я прихожу с допов, я доделываю все уроки уже где-то 7 вечера, и у меня уже просто нет сил учить корейский, учить какие-то правила и слова, поэтому чаще всего я просто начинаю читать книжку или вообще уже начинаю готовиться ко сну. Поэтому я вообще не знаю, как я буду учить корейский, но я все-таки буду стараться находить время для того, чтобы сделать хотя бы немножко. Недавно был фансайн. Организаторами этого фансайна были Пума. Я читала что-то вроде описания этого фансайна от одной девушки, которая там была. И она писала, что она хотела пожать руку всем мемберам, а некоторые из них ей отказали. Когда я об этом прочитала, люди начали в комментариях писать, что организаторы запрещали это делать, то есть вообще какие-то прикосновения были запрещены, потому что это все делалось ради безопасности. Знаете, когда вы очень хотите прикоснуться к человеку, и вы, можно сказать, живете ради этого, по крайней мере, у меня так. И когда вы приезжаете, и вам говорят: извини, но нам сказали этого не делать. Сейчас я очень сильно углубляюсь в учебу. Я учу практически каждый предмет. Мне нужно сдавать экзамены, мне нужно к ним готовиться. И тут я еще выбираю изучение языка, да еще и простого, тот, который мне даже не очень-то и нужен. Когда я рассказала своим родителям об этом, рассказала маме, она поддержала, она сказала, что в любой язык выучить это хорошо,
Когда я рассказала папе, он сказал, что корейский мне не пригодится в жизни, что зачем я его вообще учу, я трачу время просто так. В общем, вот так вот у меня в семье как-то расходятся мнения, но я все равно, даже хоть мне и говорят, вот папа, что не нужно на это тратить время, я готова для людей, которые так сильно мне помогли, я готова тратить время, учить язык, чтобы сказать о своих чувствах к ним на их родном языке. Я не знаю, что еще можно сказать, поэтому встретимся через 2 недели. Всем снова привет. Уже прошло снова 2 недели. Я сейчас нахожусь в школе. Моя учительница разрешила мне здесь остаться, чтобы снимать видео на таком более красивом фоне, на фоне листиков и розовой стены. В общем, что насчет продвижения с языком? Я уже скачала учебник, я стала по нему учиться. Конечно, очень сложно, потому что на английском языке, и я узнаю много новых слов. Я очень много слов не знаю, и я пытаюсь хоть что-то понимать, и чтобы я не останавливалась долго на чем-то. Пытаюсь учить правила, учить новые слова, что-то запоминать и следить за тем, как строятся корейские предложения, с какой интонацией они говорятся. В общем, я стараюсь все замечать. Несколько дней назад я поговорила со своей учительницей, классной руководительницей. Это мне очень помогло, потому что она была таким первым сознательным человеком, который мог реально хорошо и здраво оценить ситуацию. Она очень мне помогла в плане определиться, что мне нужно дальше делать, потому что я учу корейский язык, как оказалось, уже целых 2 месяца, но я недалеко продвинулась. Мне кажется, что люди продвигаются дальше за такой срок. Я стараюсь меньше времени проводить в интернете. Я стараюсь больше учиться. Даже если я уже устала, я уже не могу, я все равно сажусь и ищу в учебнике информацию и что-то записываю в тетрадку. Конечно, очень сложно, потому что родители рядом ходят, но я стараюсь как-то выкручиваться, потому что они мне запретили заниматься языком и говорят учиться, готовиться к экзаменам, к поступлению, и они просто не знают истинной причины, почему я учу этот язык, который на самом деле мне больше нигде не пригодится, кроме как для этого видео и для того, чтобы, если что, я могла сказать Тэхёну о всем, о чем думаю. Меня очень волновало то, что на фансайне люди говорили, что Тэхён был в не очень хорошем настроении, что он был каким-то грустным, уставшим, и, конечно, было очень... Я вот все время думала, что почему так получилось. Также я отстала от серии Bon Voyage, потому что у меня просто нет времени его смотреть. Я смотрела 7-ю серию, в которой было много всего, что заставило меня грустить. Когда Чимин поддерживала Тэхёна, когда что-то происходило, когда все веселились, он ходил, садился, смотрел на небо, на звезды. И я думала, а вот что сейчас в его голове, о чем он думает. И, конечно, мне очень хочется находиться рядом, поддерживать его. Но я понимаю, что у них нет времени на то, чтобы увидеть свою семью. И тут я, понимаете, прихожу и говорю, что вот я могу тебя поддержать. И вокруг него есть очень много людей, которые ему помогут в этом. Так что я просто думаю об этом, но даже, наверное, не хочу, чтобы это стало действительностью, потому что я понимаю, что во мне нет надобности. Все, что произошло за эти 2 недели, я училась, я очень сильно устаю, у меня нет времени на развлечения. Сейчас у меня одноклассника день рождения, но я на него решила не поехать, потому что поняла, что это время я могу потратить на обучение языку, и что я не очень довольна результатами, которые у меня сейчас есть, и что мне нельзя расслабляться. Так что дальше я все равно буду стараться учиться и развивать свои навыки языка. Так что встретимся спустя 2 недели. Анна,
둘. 하나, 둘, 셋. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 태현 씨. 생일 축하합니다. Это была моя младшая сестра. И для того, чтобы записать это короткое видео, мне нужно было заставить ее не смеяться, потому что она смеялась просто так, с любого какого-то звука постороннего. Так что, да, это было очень долго. На самом деле, день рождения Тэхёна еще не настал. Сейчас в моем городе еще 29 число, и только когда будет 6 вечера, наступит 30 декабря. Но я хочу заснять это видео, пока еще нет родителей, и я одна дома, меня никто не будет отвлекать. Я подумала, что я могу написать Тэхёну письмо и прочитать его прямо здесь. Я, конечно, могла бы написать его на корейском, но я думаю, что свои мысли я лучше всего могу выразить на своем родном языке. Дорогой Тэхён, вот и наступил день, когда ты становишься на год старше, красивее и умнее. Сегодня ты еще не знаешь меня, но в следующем году ты обязательно узнаешь обо мне. В следующем году я буду знать корейский намного лучше и смогу рассказать о своих чувствах на твоем родном языке. Это то, о чем я думаю каждый день и к чему стремлюсь. Моя учеба стала намного лучше благодаря моей любви к тебе, потому что я думала, что не смогу понравиться, если буду с такими плохими оценками. Я прекрасно понимаю, что у тебя может быть девушка, или ты вообще можешь быть женат, ведь продюсеры не разрешают распространять эту информацию. Но пока я не знаю, свободен ли ты или нет, я буду дальше любить тебя. И даже если окажется, что уже поздно, я буду любить тебя всегда. Знаешь, когда мои мысли не заняты, я думаю о тебе, о том, сыт ли ты, выспался ли и счастлив ли. Это правда одна из самых главных вещей в моей жизни. Знать, что с тобой все хорошо. Это правда одна из самых главных вещей в моей жизни. Знать, что с тобой все хорошо. Этим видео я не хочу давить на тебя, обращая на себя внимание. Мне важно, чтобы ты видел реальный пример девочки из России и видел, как ты смог помочь ей. Прости, что конечный вариант видео будет очень длинным. С моим уровнем разговорчивости уместить все мысли и чувства за 1,5 года короткий ролик было бы невозможно. Если честно, когда другие армии вздыхают над твоими фотографиями с фотосессии, я их пролистываю. Я поняла, что люблю не Ким Тэхёна из BTS, а ТТ без линз, макияжа и стегу. Мне нравятся твои размытые фотографии с прекрасной квадратной улыбкой. Мне нравится смотреть в твои глаза и видеть в них свою галактику. Да, это то, что я чувствую. С днем рождения, ТТ, и будь счастлив, пожалуйста. Это то, что я хотела еще давно сказать, то, о чем я думаю на протяжении уже 3 месяцев. На самом деле, я правда только сейчас задумалась о длине видео, которое будет в конце. Мне не хотелось бы, чтобы оно было очень длинным, мне не хотелось бы, чтобы бантаны тратили очень много времени на просмотр, но мне как-то не получается сказать все короче, потому что я вот такая. Я реально очень сильно улучшила свои оценки, я стала стремиться вообще во всем, я делаю все на максимальном уровне. И я думаю, что эта заслуга также является заслугой бантанов, потому что я смотрю на них, я вижу их стремление и тоже хочу что-то делать. Поэтому они очень важны для меня. И с каждым днем я понимаю, что начать снимать это видео, начать рассказывать о своих мыслях, это было как раз-таки не зря. На самом деле, когда Намджун сказал, что он хочет услышать наши мысли, я поняла, что я точно могу не останавливаться и точно могу говорить, и что меня будут слушать, это будет интересно. В общем, я не знаю, что будет дальше, как все сложится, как я буду изучать корейский. Сейчас я составила себе расписание, и я учу то слова, то грамматику по расписанию. И у меня, в принципе, уже не все так плохо. Я уже могу читать какие-то, знаю, фразы, прилагательные и так далее. Мне нужно стремиться разговаривать. И как раз-таки поговорить с Т и рассказать ему обо всем на его родном языке, чтобы он все понял. Так что я не знаю, когда мы еще встретимся, когда будет в следующий раз,
Но когда случится что-то очень важное, я обязательно вам расскажу. До встречи. Всем снова привет. Прошло намного больше, чем 2 недели. Я решила снимать видео только тогда, когда будет происходить что-нибудь важное, то, что вызовет у меня бурю эмоций, и то, что я захочу вам рассказать. Они одержали победу в номинации «Альбом года» и «Артист года». Это так круто. Но потом я уже видела записи про это, и я была очень рада. Потом, когда я пришла уже домой, сейчас посмотрела трансляцию, это было все в прямом эфире, поэтому от этого было еще больше эмоций. Когда Джин сказал, что они хотели распустить группу в этом году, потому что им было очень сложно, мне стало так грустно, я поняла, что мы могли потерять такое чудо, как BTS. Как бы мы тогда жили, как бы я тогда жила, если бы мы потеряли их, я даже не знаю. Сейчас у меня очень много эмоций, потому что я одновременно рада, и мне очень грустно, потому что Тэхён при получении номинации, он сдерживал слезы, а потом, когда говорил Джин, он заплакал. И я тоже. Прошло уже около 3 недель. У меня не очень хорошие успехи в изучении языка, потому что я учусь для того, чтобы получить хорошие оценки. Все равно мне кажется, что я недостаточно стараюсь. В то же время я не хочу угорчать родителей, которые... Они очень надеются на меня. Мне нужно поступать в колледж, и для этого мне важны оценки в четверти. Очень трудно чувствовать любовь к тому, кто к тебе даже не прикоснется. Это все нагнетает атмосферу, но когда я вижу, что он счастлив, я тоже становлюсь счастлива, и из-за этого мне становится намного лучше. Я буду дальше стараться. Видео, которое будет занимать целый год моей жизни, будет очень долгим. Я хочу, чтобы вы видели, как я меняюсь, и как на меня действует BTS, и как вы можете измениться так же, как вы можете из абсолютно ленивого человека, у которого нет цели. Я бы хотела, чтобы вы, возможно, тоже благодаря моему видео смогли решить что-то для себя, найти какую-то цель и идти к ней. Я стремлюсь к тому, чтобы на трансляциях я могла понимать их, не ждя перевода или записи. Так что встретимся тогда, когда у меня появится что-нибудь реально новое. Всем привет! Прошло уже целых 4 месяца. Я никогда не думала, что за такой короткий срок я смогу настолько сильно измениться. Забыла сказать дату. Сейчас уже 4 мая. Да, столько много времени прошло. Я могу сказать, что по-настоящему изменилось очень многое. Вообще, в принципе, в отношении к происходящему, к моим чувствам. Я стала опускаться на землю. Я верила во многие вещи, а потом люди, которые старше меня, переубедили. Они сказали, что лучше не думать об этом в таком ключе, иначе потом будет очень больно. Но я уже заранее приготовила себя к тому, что может быть такое, что видео просто не увидит, что он его просто не захочет смотреть, потому что оно будет очень длинным. В феврале мы сдавали экзамен по русскому устному. Я его сдала успешно и теперь допущена к экзамену письменному. Также я свела свою подругу с другом. Все внимание подруги переключилось на него. Но я понимаю. И я, наверное, немного завидую ей, потому что тот, кого она любит, находится рядом. А человек, которого я люблю, находится далеко, в принципе, во всех понятиях этого выражения. У меня была 2 по пробнику по математике в первый раз, когда я писала, теперь 5. И это что-то вроде мечты и цели, потому что добиться такого очень сложно, но я думаю, я смогу. Нет, я уверена, что я смогу. Потому что фонтаны научили меня верить в себя и знать, что все в этом мире возможно. Это то, чем я подкрепляюсь каждый день, то, о чем я думаю каждый день, когда мне говорят, что моя затея очень глупая, что у каждого из них уже есть человек, которого они любят. Я не очень хочу говорить о трудностях, которые возникали, потому что я не хочу жаловаться, но с другой стороны, я думаю, что надо сказать о некоторых моментах,
А, Я рассказывала маме про то, что со мной происходит. Она считает эту любовь просто как, ну, вот нравится и нравится. А у меня все намного, ну, как, не хуже, а просто сильнее. Просыпаюсь и думаю, сегодня надо постараться заново. Даже если не будет сил, нужно все равно вот встать и постараться. Чтобы находиться с этим человеком, нужно реально сделать очень, очень много. Думаю, что у каждого такое было. Возникали сомнения, хотелось остановиться, потому что казалось, что дальше напрягаться уже невозможно, что ты просто устал. И человек перегорает. То есть и у меня такое было. Тогда я просто в какой-то момент я не смогла встать с кровати. Я какое-то время считала, что я должна быть идеальной. Я меньше ела, чтобы похудеть, хотя у меня нормальная фигура, что сейчас я понимаю. Не знаю, почему я считала, что мне нужно быть идеальной, но мне казалось, что у таких людей высокие стандарты. Потом мне показалось, что, скорее всего, нет. Что, скорее всего, такие люди, наоборот, не так устали от этой роскоши и красоты, что им захочется быть с тем, кто просто будет любить их. И любить их не за деньги, не за красивую внешность, а именно за внутренний мир. Что они будут любить то, как они ведут себя по-настоящему. Я, конечно, не утверждаю, что я подхожу на эту кандидатуру. Я никогда так не делала, никогда никому не говорила. Но я считаю, что какой-то самый, вот, знаете, маленький процент, но у меня есть. Так как Фонтаны — это корейская группа, но сейчас они выступают в Америке. Почему не может быть такого, что фанатка будет встречаться с своим кумиром? Я буду рада, даже если просто мы сможем поговорить. Просто о чем-нибудь. Не знаю, о погоде, о жизни, о картинах, о Ван Гоге. Чувствуя вот эту сильную любовь, которая исходит, становится безумно пусто. Потому что ты понимаешь, что ты физически человеку ее не дать никак не можешь. И вот я снова и снова просыпаюсь, чтобы постараться, и чтобы в будущем встретиться с ним. Я приостановила изучение корейского, потому что у меня экзамен, я хочу их хорошо сдать. И вот эти сомнения постоянные, которые возникают, когда я постоянно смотрю и на негативную сторону тоже. Это мне тоже себя раздражает, но с другой стороны, я хотя бы не строю каких-то, знаете, иллюзий по поводу будущего. Мне никогда не казалось, что я выложу видео, и ты тут же обратит на меня внимание, мы станем общаться. Я никогда так не думала, даже никогда в это не верила. Я просто жду, просто живу, делаю что-то, продвигаюсь дальше, чтобы ему было со мной интересно. Не то, чтобы я развиваюсь ради него. Это становится для меня огромной мотивацией. И из-за этого я могу вставать по утрам и жить дальше, несмотря на проблемы, несмотря на недопонимание родителей, которые считают, что я ничего не делаю. Но, знаете, есть люди, которые говорят мне, что у меня все получится. Это такая простая фраза, но это то, что мне помогает на самом деле. Ура, мы встретились снова спустя 7 месяцев. Что ж, обо всем по порядку. Пожалуй, вернусь немножко назад к февралю. Я разговаривала с психологом. Причиной нашей встречи было то, что я запуталась и не была уверена в себе. Моя просьба удивила его. Она заключалась в том, чтобы он отговорил меня от затеи. Но он сказал, что я просто должна стать кем-то. Издать книгу, к примеру, тем самым не являясь уже просто подростком, а более-менее известной личностью. И в феврале я начала писать книгу, но, как это часто бывает у новичков, я взяла на себя слишком большую ношу, не справившись с ней. Следующим важным событием являются, конечно же, экзамены. И, в принципе, первая половина лета – это одно из самых стрессовых времен этого года. Я не дотягиваю до желаемых результатов, всего несколько баллов, и получаю отлично за один предмет из 4. И когда я сидела с мамой на кухне, разговаривая и плача, она сказала мне, что если мне нужна будет помощь, она обязательно окажет ее. Тогда я начала говорить что-то вроде: «Ты знаешь, я хотела бы поздравить его», кого она знала.
Хотела бы, чтобы он стал чуточку счастливее. Хотела бы, чтобы он улыбнулся. Я хочу сделать ему подарок. Она остановила меня и спросила: «Ты слышишь себя? Ты постоянно говоришь он, ему, но ты это не нужно. Он прекрасно чувствует себя без тебя». И да, возможно, это звучит грубо, но я поняла, что нужно думать о себе. У меня есть цель. Я собираюсь поступить в Москву на иллюстратора. Вся эта идея с видео, изучением языка, на который я тратила огромное количество времени, нигде мне больше не пригодится. И на выпускном в конце июня должен был быть последний день, когда я люблю Ким Тэхёна из BTS. Одной из последних песен, которые я просила поставить в кафе, была Singularity. Обнимаясь с подругами и одноклассницами, я плакала, ведь я отпускаю. Но по щелчку пальцев это не срабатывает. Да, я отдалилась от группы, отдалилась от событий, связанных с Т и бантанами. Я устроилась на работу. И вторую половину лета, ряд экзаменов, я рисовала. Во много раз расширила свои знания по искусству, читала книги и рассказы. И осенью пришла в школу уже совершенно другим человеком. Я перестала говорить и делать большинство вещей. Стала более искренней, делала комплименты людям, если не нравилась их одежда или макияж. Наверное, стала жить проще. Отпуская неудачные дни, уже не придиралась к себе так сильно, пытаясь найти то, чего я еще не знаю. И в один из дней работы ты напомнила себе, куда может устроиться подросток. Я выбрала вариант с расклеиванием листовок, и на самом деле настолько отвратительно в плане всей атмосферы и косых взглядов людей. И в один из дней я стала переходить дороги, несмотря на наличие машин. В моих наушниках очень громко играла музыка, и я бы просто не услышала шум колес. Но заиграла Singularity, и я бы просто не смогла больше увидеть его улыбку, послушать голос, если бы продолжал в том же духе. Можно сказать, что ты вновь возродил во мне интерес к жизни. И это потрясающе, что артисты так влияют на своих фанатов, не находясь при этом рядом. В августе Тэхён выкладывает клип к Winter Fair, и мне хватило буквально 5 секунд, чтобы заплакать. Что это, по моим словам, не какая-то плакса, но на самом деле меня очень трудно заставить пролить слез. И в общем, это видео собрало все то, что я так люблю в нем. Простоту, свою эстетику, приятный голос, мелодию. Я заметила, что Т в ранних песнях пел на повышенных тонах, а сейчас его песни такие спокойные. Наверное, он нашел себя. Также я нашла человека, с которым могу делиться своими чувствами сколько хочу. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Между нами очень уютная и домашняя атмосфера. У нее похожая ситуация. Как видите, любовь к абсолютно разным людям может сближать. И вот я потеряла цель, перестала стремиться к Т, считая это все детскими мечтами. Но в ноябре я поняла, что это банальное неуважение к той себе, которой я была. Мое представление видоизменилось. И теперь я просто хочу рассказать о том, как любят фанаты, чтобы вы увидели. Осенью, с приходом холодов, у меня появляется очень жалкая привычка. Я додвигаюсь к стене, чтобы освободить место тому человеку, который никогда не ляжет рядом. И просыпаясь ночью от кошмаров, я ищу его, не находя, думая, куда он ушел. Звучит странно, я согласна. Но таким образом я люблю. И наверняка кто-то еще. Я бы хотела, чтобы родители, посмотрев этот ролик, поняли меня. Хотя он ничего не изменит, потому что такая проблема ничто по сравнению с тем, что происходит в их жизни. Но мне бы хотелось, чтобы
мы поняли друг друга чуточку больше, чем сейчас. За эти 1,5 года благодаря BTS я смогла найти себя. Их музыка помогала мне в наиболее тяжелые дни, и особенно фраза «Если вы обернетесь в поисках поддержки, мы, BTS, обязательно будем за спиной». В какой-то момент я почувствовала стержень внутри себя, и в настоящее время мне уже не требуется искать слов поддержки, чтобы стараться дальше. Банданы могли бы легко сосредоточиться на песнях о любви и расставаниях, как многие артисты, но они решили петь нечто более будоражащее и проникающее. Получая награды, первым, что они произносят, название своего фандома. Они учат нас не притворяться, чтобы впечатлить кого-то. Познать один из тех счастливейших моментов в нашей жизни, когда мы скажем «Я люблю себя». Они учат наслаждаться моментами по типу яркого солнца или вкусного ужина. И не зря люди тянутся к ним. Не зря у них такое большое количество фанатов. Все вышеперечисленное относится и ко мне в том числе. Думая над тем, что было бы, не кликнув я случайно на реакцию на клип Idol, мне становится действительно страшно. Скорее всего, я находилась бы еще ниже, чем была. И к чему же мы с вами пришли? К тому, что теперь я человек с хорошим аттестатом, огромным стремлением, с внутренним стержнем, с багажом знаний, полученных путем постоянного поиска информации. Я чувствую гордость, когда говорю, что я армия. Я чувствую гордость, когда я говорю, я люблю BTS. И теперь та часть, которая далась мне тяжелее всего. Ответ на вопрос. Как любят фанаты? Поначалу это чувство будоражит. Ты постоянно радуешься, трепетно наблюдая за ним на трансляциях или общих фотографиях. Потом становится хуже, когда ты понимаешь, что он далеко, а ты здесь, в небольшом городе, из обычной семьи. Следом отказываешься, отвергаешь, пытаешься забыть, но без этого чувства ты как будто теряешь что-то очень важное, крепко держащее тебя. Ты заново начинаешь любить, но с одним лишь желанием, чтобы он был счастлив. И чуть отпускаешь. Ты знаешь, что вернешься, и человек, которого ты любишь, он будет рядом. Ты уже не будешь кричать, плакать и просить взаимности. Ты сдаешься, но это самая сильная вещь, которая только может быть сделана. С днем рождения, ты! Спасибо за мои игры.